Добрый день! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru, и сегодня у нас будет обзор и установка палатки от фирмы Bitrace, модель Tuba Big 4. Вот на мешке, в котором она поставляется, вы можете увидеть ее характеристики заявленные, также схему. Палатка выпускается в зелено-бежевом цвете, то есть у нас общий цвет палатки будет такой зеленый, а верх палатки у нас будет бежевый. И это очень здорово, потому что палатка в этом случае будет намного меньше нагреваться, в ней будет нормально находиться вот сейчас в такую, не то чтобы нормально, будет душно, но в ней будет терпимо находиться, в отличие от полностью темной палатки, вот в такую жару, как сейчас, то есть сейчас у нас 32 где-то или 35 градусов. Вот, начнем мы с того, что палаточку взвесим. Вообще для кемпинга вес не особо принципиален, но за счет того, что информации по этой палатке нет достоверной, мы хотим о ней знать побольше и рассказать про все про это, собственно говоря, вам. Так, полный вес палатки у нас составляет 9 килограмм 780 грамм. И размеры в чехле. Так, в длину у нас палатка имеет 65 сантиметров. И диаметр где-то получается у нас 25-26 сантиметров. Открываем палатку. Здесь есть инструкция по ее установке и также условия гарантии. То есть это еще и гарантийный талон. Также в сумке у нас есть ремнабор. Все стандартно. Это куски ткани, крючок для крепления дуги пластиковый и фастекс. Также есть шина для ремонта дуги в походных условиях. Палатка у нас поставляется, когда мы ее достаем из чехла, в таком вот свертке. Есть такие компрессионные стяжечки. Черное — это у нас будет дно у палаток. Набор с дугами, колья, тент. Пока тент не на палатке, а установка палатки начинается с того, что мы будем расставлять тент, немного вам покажу материал поближе. То есть такой цвет у нас палатка имеет. Материал достаточно плотный. Похоже, что здесь рипстоп используется. Это второй цвет палатки. Из него как раз будет сделана крыша. Мы в дальнейшем увидим. Это у нас две внутренние палатки. Видите, черное дно из армированного полиэтилена, водонепроницаемость там 10. И это у нас внутренняя палатка. Она уже пристегивается к внешней. Соответственно, у палатки получается у нас внутренний один вход, и сзади мы имеем, как я понимаю, или это верх, когда мы установим палатку, это будет видно вот такую вот часть палатки, изготовленную из москитной сетки для лучшей ее вентиляции. Установку палатки мы начнем с того, что соберем дуги и вообще посмотрим на них. Как заявлено в описании к палатке, дуги здесь у нас имеют диаметр 11 миллиметров. Соответственно, у нас должно быть 4 дуги. Так и есть. Дуги у нас будут разные. Один комплект пойдет на оттяжку тамбуров, второй комплект на установку самого тамбура. Как вы видите, дуги промаркированы такой изолентой белой, для того, чтобы вы не перепутали. Вот, дуги достаточно толстые, думаю, что да, здесь есть 11 миллиметров. И что еще у нас тут? А еще у нас тут набор кольев. Кольев много, коли стандартные, стальные. Итак, начнем сбор дуг. Для начала произведем замер.
именно длины. То есть у нас длина сегмента получается где-то 60 сантиметров, ну, 62 сантиметра, вот так вот. Ничего сложного, все стандартно. Итак, вот собрал я все 4 дуги, и оказалось, что они у нас полностью одинаковые. Зачем было наносить белый скотч на дуги, непонятно, но может быть это будет понятно после того, как я разложу тент. Итак, тент решили. Дальше будем продевать в дуги. Дуги здесь у нас вот на таких вставляются вот в такие карманы. Дальше у нас дуга, соответственно, фиксируется. Видео будет вынесено. Начну продевать дуги. Продеваются вот в такие карманы. Смотрите, у нас, как я показывал ранее на видео, одна дуга имеет белый цвет, соответственно, мы будем вставлять дугу с обозначением белым вот в этот кармашек, а вторую дугу мы будем продевать вот в этот карман. То есть, соответственно, дуга продевается в карман, и дальше она закрепляется вот на такой люверс. Сейчас я вам это продемонстрирую. Берем дугу. И начинаем ее аккуратно продевать через карман. Соответственно, сначала вот так мы продеваем все дуги. И они у нас лежат. После того, как дуга продета, ее нужно будет зафиксировать вот в этом люверсе. Делается это очень просто. То есть вставляете в люверс, все, дуга у нас зафиксирована. Также делаете с другой стороны. Дуги продеты. Теперь нужно их закреплять в люверсы. Начну я это делать с задней стороны, потом перейду на передний план и уже поближе покажу это все, чтобы было видно. Будем фиксировать потихонечку колями палатку.
Самое главное здесь закрепить по бокам, чтобы у вас палатка встала. Вы видите, даже в такую штиль ее немножко тяжело устанавливать. Вдвоем элементарно тут будет сделать. Так, это у нас оттяжечка на вход, мы ее не будем прикреплять. Итак, установили палатку, ставится, как вы видели, она не просто несложная, но одному человеку реально сложненько. Давайте на нее посмотрим. Часть палатки у нас выполнена из зеленой ткани, часть из бежевой. Хорошо, что есть светлые материалы, палатка, соответственно, меньше греется, в ней более комфортно находиться. Также это большой плюс, в ней темнеет гораздо позже. У палатки по бокам есть у нас вот такие вентиляционное окно. Окошко у нас дублируется москитной сеткой. Соответственно, есть вот такая подставка. Когда нужно, мы окно открываем. Вот. Пойдем дальше. Есть штормовые оттяжки. Сейчас у нас палатка стоит только из-за того, что мы ее натянули при помощи кольев. Если будет сильный ветер, нужно будет обязательно укрепить штормовыми оттяжками палатку. Вот еще штормовые оттяжки. В принципе, тут их достаточно большое количество. Вход в саму палатку, как видите, молнии у нас защищены таким вот клапаном влаговетрозащитным. Это хорошо. И что тоже немаловажно, на входе в тамбур пробиты вот такие вот люверсы. В комплекте у нас нет подставок под тент, ну, под козырек, но их можно докупить, и, соответственно, благодаря этим люверсам вы сможете себе сделать козырек. А я пока буду открывать вход. Как видите, у нас палатка не дублируется, входа палатки самой не дублируется москитной сеткой. Это, конечно, не очень здорово, но палатка достаточно бюджетная, поэтому на этом решили сэкономить. Вход сматываем. Да, пока тут все видно. Все швы проклеены очень аккуратненько. Липучки, как видите, тоже достаточно хорошо и аккуратно пришиты. Так вот, скатываем вход. И вход, соответственно, здесь у нас достаточно легко закрепить. Такие фиксаторы. Все, вход у нас закреплен. И что мы видим? Мы видим огромное пространство. Очень у нас большая палатка. Вот я здесь стою в полный рост в тамбуре. Рост у меня 1,78 м. Если к спальному отделению, ну вот внизу я уже начинаю так вот немножко приседать. Но все равно, видите, достаточно удобно в ней находиться, ходить. Если посмотреть, то мы видим, что у палатки один вход. Со второй стороны у нас входа нет, но есть большое окно, которое дублируется москитной сеткой. Сейчас оператор останется здесь, а я пойду его открою.
На этой палатке, по аналогии так же как с каталбой, на окне есть штормовые оттяжки, и в случае необходимости вы сможете регулировать его, получается, открытие. А так, если оно не нужно, если у нас, соответственно, нет дождя, нам это окно не нужно, и мы его вот так вот скатываем. Открыть и закрыть вентиляционное окно можно только с внешней стороны. Здесь у нас такая вот москитная сетка. Это у нас все, что касается внутренней палатки. То есть, что еще тут нужно сказать? Ну, шовчики тут все проклеены. Сделано тут все здорово. Видите, места есть дополнительная нагрузка. Здесь вшиты специально такие усиливающие треугольники. Вот. И что, чтобы вы понимали, как пристегивается спальня, я сейчас одну из них подвешу. Соответственно, в принципе, если нет дождя и палатку не нужно просушивать, спальни можно не отстегивать и оставлять пристегнутыми. Но если вдруг был дождь, обязательно нужно отстегнуть будет внутренние палатки и их просушить. У внутренней палатки, как я уже ранее говорил, один вход. Низ мы крепим на фастексы, а вверх, соответственно, закрепляем на такие вот крепежики на липучке. Крепить палатку мы начинаем, соответственно, с задней части. Вставляем в кольцо и немножечко поворачиваем. Все просто. Так, сейчас закреплю с задней еще части. И очень, видите, удобно то, что вот эти крепежи, они на резинках, за счет этого хорошо натягивается внутренняя палатка. Все, внутренняя палатка у нас пристегнута. Остается закрепить вот эти вот фастексы, и после того, как мы все 4 закрепляем, уже будем натягивать. Я специально не стал крепить задние как бы крепежики, потому что, как мне кажется, с внешней части их будет закрепить легче, чем оттуда. В принципе, да, то есть вот можно вот закрепляете, здесь уже можно чуть подтянуть и дальше колышек обратно. И то же самое с той стороны сделаю. Все, внутренняя
палатка у нас получается пристегнута. Здесь, как видите, она немножечко у нас неровная, но можно стропами придать палатке внутреннее натяжение. Тем самым мы вот так вот выравниваем. Все, внутренняя палатка у нас полностью тоже стоит. Как видите, между внутренней и внешней палаткой у нас достаточно большое количество места есть. Это хорошо, благодаря этому конденсат будет в меньшей степени у нас скапливаться в палатке. Откроем сам вход. Все здесь у нас стандартно. Есть москитная сетка. То есть это все можно сделать, открыть как снаружи, так и изнутри. Если жарко, как сейчас, вход, именно ткань плотную, можно вот так скатать. Соответственно, зафиксировать. И только одну москитную сетку оставить для того, чтобы к нам не прилетала мушкара. Вот. Что у нас есть внутри спальной палатки? Есть крепление под фонарик. И, что здорово, также есть, видите, кармашки с одной и с другой стороны. Тот угол надо будет подтянуть, пока он не натянут. Так, ну где-то 1,44 м, 1,45 м есть в длину. Сейчас у меня есть два самодувающихся коврика как раз. Попробуем их туда уложить. Кстати, заметьте, да? То есть эти коврики состягнуты между собой. Я их таскаю, они не расстегиваются. Очень хорошая фиксация. О, живность какая-то ползает. Ну что, вот вам, пожалуйста, на 2 человек. Отличное спальное место. Есть запас. Сейчас я чуть-чуть натяну. Внутреннюю палатку. Вот. Вполне вдвоем здесь можно разместиться. Обзоры на коврики также есть по длине, по всем характеристикам. Сможете посмотреть. В схеме 102, скорее всего, так и есть, потому что непонятно, как бы, от чего мерить. Я меряю именно по стойкам. Ну, наверное, 2, да, тут будет. То есть тамбур огромный, соответственно, столики поставили, столик поставили, стульчики тут лезут. В длину, кстати, что интересно, вот в длину, мне кажется, он очень большой. Длина у нас получается где-то 2,40-2,45. В общем-то, вот так. По высоте вы видели, в тамбуре стою в полный рост. Рост у меня 178 сантиметров. Ну и сейчас попробую так вот чисто прикинуть, сколько вообще палатка сама занимает в длину, чтобы понимать. Так, получается 3 до сюда. Так, 3. Получается где-то 4,80 она у нас в длину. Ну, это такие грубые замеры. Здоровая. Купить палатку можно в нашем интернет-магазине. Ссылка будет в описании. Палатку из обзора, а именно эту, вы сможете приобрести с дополнительной скидкой. Скидка порядка 15-20%. Ну, это пишите в комментариях, кому заинтересует. С вами уже свяжется менеджер и все это решит. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Тормози.